я снова здесь. Скучали? Я надеюсь, что да. У меня есть следующие скетчбуки. И я постараюсь в этом видео не говорить настолько много слова типа, короче... Ладно. 2 скетчбука. Я не знаю, который из них я начала первым и закончила тоже. Поэтому мы просто посмотрим оба. Давайте начнем с вот этого. Я впервые увидела в ближайшем канцелярском магазине скетчбук, который именуется как скетчбук, а не линованная тетрадь или что-то еще. С времен, когда скетчбуки только начинали появляться на полках в магазинах, ну, по крайней мере, Перми. Так, я помню, что я хотела вести этот скетчбук типа эстетично, типа модно. И я уже вижу, я уже слышу, вернее, что я использую адски много слова типа. Хорошо. Я буду бить себя. Ладно, бить я себе, конечно же, не буду. Но я буду очень себя не любить. Нет, любить я себя тоже буду. Ладно, начнем. Так, буду наклеечки. Ох, ты ж не падайте, пожалуйста. Наклеечки. С Хеталией, Fallout'ом я не играла в эту игру. Мне кажется, я тогда даже не знала, что это. И Undertale. И тут замечательная оформленная страница с объемными наклейками. Нифига себе, я хочу такие же наклеечки. Почему у меня сейчас таких нет? Объемные, с блесточками. Вау. Ладно. В общем, на разных языках привет. Модно. И распечатки с дарами смерти и кошаком из Синего экзорциста. Да, и вот эти штуки я любила рисовать. Дудлить. Как-то там надо... Я стащила у мамы краски из набора для раскрашивания по номерам, которые... И нарисовала сакуру. Что с этой землей, я не знаю. И вот я тут написала модную цитату. Неважно, как назвать сакуру, как ее ни назови, она все равно цветет божественно. Ауф! И вау! Эта кисточка была плохой. Как и, наверное, все кисточки из подобных наборов. Ну, мне, по крайней мере, понравилось это рисовать, так что... Я просто провисну это. В этом скетчбуке я каждой своей картинки заходила на сайт с цитатками и искала какую-нибудь модную цитату, чтобы написать. Поэтому да. Тут я накупила себе всякого с Алиэкспресса и вклеила, потому что почему бы и нет. Это домашка по немецкому языку. Это тоже. Это мой тогдашний ПК, кажется. Что? Белый маг, желтая роза, подсолнух. Так, я поняла. Тут больше писанины, чем... Он пустой! Он пустой! Самолетик Скотти. Скетчбук. Это мы играли в 12 записок. Это я
как-то была одним из организаторов сходок в Перми по Андертейлу. И тогда одна из участниц всем рисовала метатоны в скетчбуках. И я решила, а чё, чем я хуже? И меня тоже нарисовали. В какую сторону я листала? Вот в эту. Это тоже со сходки. Да. Мне нечего тут показывать. Тут сплошной... Во! Хоть что-то, что я нарисовала. Рука с магией. Кнопка Save. Тэмми. Это... There is nothing left for us here. Let us erase this pointless world. Right, you're a great partner. Я думаю, что это оригинальный текст из Undertale. Я его выписала, чтобы я не помню что. Видимо, чтобы написать вот эту фразу. Я тогда начинала рисовать в Дидже на телефоне. И я это, по-моему, перевела в Дидж. Мне в итоге не понравилось. А вот это я уже не рисовала в Дидже. Это я уже просто оставила тут. И зачем рисовать руки, если можно не рисовать руки? Правильно? Правильно, я тоже так считаю. А вот это, да. Это венец этого скетчбука. Это я тоже перевела в Дидж. И мне очень сильно нравилось то, что у меня получилось. По-моему, я выкладывала это везде, где можно. Я даже нарисовала подобную штуку в своем модный тогда был журнал в Rex This Journal. Уничтожь этот журнал. Я сейчас найду, я сейчас покажу вам, подождите. Подождите. Он у меня тут рядом. Вот этот вот. Да, сейчас. Сейчас я найду. Нашла! Вот сюда я это перевела. И тут мне не нравится, как получилось. Но все равно. Так, все, я вам это показала, можно убирать. Идем дальше. Не в ту сторону. Папайрус. Санс, которого я тоже перевела в Дидж. Это был первый рисунок на компьютере. Мышкой. Я все слои закосячила, и в итоге у меня все было на 2 слоях. Половина просто как-то вот так вот рисунка. Да. И тут опять какие-то фразочки. Еще яблоко. Плохо нарисованное яблоко. Хорошо. Рука. Опять с магией какой-то. Еще одна рука. Видимо, мне тогда нравилось рисовать руки. Вау. Девочка, которая говорит слышь. Еще одна рука. Сколько можно? Цветочки. Стена. Кажется, мне нечего было делать. Травинка. Окей. Это я могу рассказать cool story. Наверное, надо руки ставить в кадр, чтобы было интересно, на что смотреть. Я упоминала, что раньше до этого рисовала только в черновиках, тетрадках,
клеточку на уроках, да? И я постоянно рисовала. Именно это слово, рисовала. Рисовала этого пса, только немного по-другому. Тут я решила его редизайнить. Посмотреть, как я улучшила свои навыки. Ну, ладно. Наверное, действительно улучшила к этому времени чуть-чуть. У него была голова в форме шампиньон. Сейчас я нарисую. Подожди. Сейчас. Вот так я его рисовала. Оп. И вот тут нос, и вот тут глаза. Вот как-то так. Только поровнее. Я старалась тогда, честно. И вот я его редизайнила и избавилась от этой айконик головы. Я считаю, что это провал. Мне нужно было оставить эту голову. Мне нужно было. Опять виселица. Петух, который говорит кря. Еще виселица. Вот он. Типа того. Ладно. Спящий Урушихара из Сатаны на подработке. Я не уверена, может быть, это срисовка, кстати. Я не уверена, может быть, это срисовка. Я была намерена источковать всю страницу, потому что у меня была ручка, которая заполнена разноцветными чернилами. Я хотела, чтобы тут все вот так вот было с градиентом, но я не смогла, как вы можете заметить. Крестики-нолики, пустота, кекс, голова. Кажется, я пыталась нарисовать Рана из Mystic Messenger. Еще одна голова. Виселица. О, котяра. Возможно, тоже рисовка, а возможно, нет. Вау. Это я рисовала фотку, которую сделала после Паникомикса. Это такой пермский фестиваль. Эх, были времена. Единственный фестиваль, который проходил тогда. Вот. Мне было очень классно после этого фестиваля. Я захотела это запечатлеть. Всякие цитатки из Гарри Поттера, которого я, кстати, не читала. Так смотрела. Классика! Кто помнит, как это читается, пишите в комментарии. Nice bite. Опять половина кота. Шоколад. Строчки из песни. Экзамены. О! Это из Скайрима. С соловьиной броней рука. Чтобы разгромить врага, сначала изведи его союзников. Это первый урок, который преподал нам Гал. Да, обожаю. Я не буду комментировать. Выглядит забавно. И тут кармашек с московским метро. Ладно. И тут ничего нет. Все. Вот это сюда положу. И звездочку на память. Это все с этим скетчбуком. Переходим к вот этой прелести. Мне кто-то подарил вот это вот чудо. И я
рисовала в нем. Мне кажется, я вела эти скетчбуки параллельно, кстати. Но я не уверена. В общем, тут у нас уже знакомая вам история. Я подгибала ноги, потому что мне они не нравились. И даже не дизайнила их. Да. Это бумага. О. Это вот, да. Вот. Такой берешь, и он как будто висит, поняли? Так, оставайся здесь. Татуировки персонажей из Реборна. Это тоже они, это тоже они. Это домашка по искусству. Нас попросили нарисовать, что мы ассоциируем с средневековьем. Я нарисовала ведьму и собор какой-то, и тут виллы, похожие на кактусы. Мне тогда поставили 5, кстати. Хаул, которого я, очевидно, рисовала на английском и географии. Который кот. Хорошо. Ходячий замок. Обожаю, кстати. Наверное, одно из самых любимых произведений Миядзаки. Обожаю. Дома. Что-то. Попытки улучшать свои скиллы. Видимо. Девочка с косой, девочка без косы. Хорошо, я пролистаю дальше. Это мой персонаж для ролевой, в которой я была, модератором, короче. И я там не ролила. И я там просто писала утренние посты, где каждый может прийти, написать какой-нибудь текстик и получить очки какие-то там были, которые можно на что-то тратить, я не помню на что. В общем, зачем-то мы там очки зарабатывали. Девочка, руки-ноги, Альфонс, Лин Яо, Эдвард. Ой. Да. Обожаю. Стальной алхимик, классное аниме. Грифон? Я очень много пыталась рисовать руки. Юсон. Тут написано, если вы открыли эту страницу, не спрашивайте, я сама не знаю. У меня такие же вопросы к любой странице здесь. Ладно, к практически любой странице здесь. Так что... а это, мне кажется, я вспоминала мультик «Бабка, Ёшка и другие», по-моему, он назывался. И там был эпизод с цветком, который превращался в улитку. И мне от него постоянно было супер тревожно. Я очень стремалась этого эпизода, он мне очень сильно не нравился. Я уже не помню почему. Вот он вселял в меня такой ужас, панику, я не знаю. Но мультик все равно классный, надо будет пересмотреть. Этот я тоже могу рассказать. У нас была... Не тряситесь, пожалуйста. Стойте, пожалуйста, прямо. Я увидела у нас клуб манги в Перми. Он проходил в какой-то библиотеке, в которую я даже не знаю, как добираться. Я 1,5 часа туда добиралась. Все там сидели, рассказывали про концепт-арт, про то, как придумывать локации. И параллельно все рисовали всякое в скетчбуках. Мне не понравилось. Ну, конечно, ламповенько, но все равно.
Мне было тогда очень сильно некомфортно, когда кто-то смотрит за тем, как я рисую. Мне, в принципе, и сейчас отчасти от этого некомфортно, но тогда это было прям... Даже не хочу говорить. Дракон. Потому что драконы крутые. А, не, это вот это было оттуда. Или и то, и то. Черт его знает. Летающий ходячий глаз с хвостом. Я пыталась рисовать по пошаговому туториалу с первой страницы в запросе в Гугле. Я нашла какой-то челлендж, пронумеровала себе все страницы и рисовала по этим заданиям. Старая обувь. Кстати, могло было быть хуже. Могло было быть. Стакан воды. Ничего интересного. Куча грязных вещей. Рисовала левой рукой блины и кетчуп. Нет, тут нарисован кленовый листик, значит, это кленовый сироп. Сцена в ресторане. Стопка книг и яблоко. Вид из окна с недорисованным деревом. Художественные принадлежности, где из художественных принадлежностей только ластик с карандашом, а остальное это пеналы. А это что, я не уверена. Бутылка вина. Детские игрушки. Человек в кресле. Очевидно, я не хотела рисовать человека, особенно в таком сложном ракурсе, сидящего в кресле, поэтому я нарисовала только его руку. Он так близко сидит к камину, что пытается сгореть заживо, я не знаю. Смешно. Дизайн шрифта. А. Фокусируйся, он даже не фокусируется. А. Различные типы деревьев. Окей. Что-то, что лежит в кармане. И тут вселенная. Бездомный карман. У меня есть такой классный комбинезон, у него один единственный карман, и я клянусь, туда помещается все, что угодно. Обожаю. Элемент игры. Один объект в разных техниках /стилях. Очевидно, глаза. Что это? Не имею понятия. И всякие рандомные штуки. О! Кто делал так же, ставьте лайк. Кто не делал, тоже ставьте лайк. Когда ты ставишь монетку под бумажку и красишь карандашом. Я сейчас сделаю так же. Потому что кто мне запретит, правильно? Правильно. Какую монетку мне... У меня есть 5 копеек. Класс, сейчас зафигачу 5 копеек. 5 копеек, 5 копеек. Во. Огонь. Скажите, ну вообще, ну класс. Все, отлично, и я довольна. Спасибо за сопровождение меня в этой путя. Увидимся в следующем обзоре. Великой жертвы ждет бог войны. Он на весах отмерил ровно зрелище и хлеба тем, кто верит и видит сны.
кто не желает знать, когда сойдутся вновь земля и небо вне правил. Тем, кто вне правил. Да. А память-то кончается, наверное. Как удобно иметь два телефона.